Привет! Не успела еще как следует залежаться на просторах Алиэкспресса предыдущая T17 модель, как Кусивай уже выкатили ее обновление под литерой S. Если судить по промо-материалам продавца, то прокачали новинку хорошо. Звук теперь передается по аудиокодеку aptX, микрофонов стало по 2 в каждом наушнике, да и к тому же обновилось и само приложение для настройки. Напомню, обычная 17 модель с программой не сопрягалась. Ну а насколько же все стало лучше на самом деле, ты узнаешь прямо сейчас, посмотрев мой обзор. Итак, первое, что тебе надо знать, новые наушники Кусивай T17S по своему внешнему виду отличаются от предшественника лишь незначительно. Помимо другого цвета пластика, зарядный кейс новинки теперь имеет крышку с прозрачными вставками, через которую можно лицезреть сами наушники и их световые статусные индикаторы во время зарядки. Сама же форма, размеры, да и приблизительный вес в обеих моделях идентичные. Емкость встроенного аккумуляторного блока также осталась без изменений и составляет 400 мАч. Но вот узнать остаток заряда в кейсе возможно лишь очень приблизительно, только по световому индикатору, который расположен на передней стороне. Синим цветом он будет гореть от 100 до 20%, на все, что ниже 20, подсветится красным. В отличие от 17 модели, крышка здесь активная. По ее открытию наушники подключаются к смартфону. Петля пластиковая, без доводчика и имеет свободный ход. Для первичного сопряжения, а также для сброса наушников до заводских настроек, внутри между посадочными местами поместили еле заметную механическую кнопку. Штука нужная, удобная, нажимается мягко, без щелчка. В самих наушниках никаких внешних отличий в сравнении с Кусивай T17 нет. Они по-прежнему имеют округлую форму и небольшой силиконовый плавник по периметру корпуса. И да, для тех, кому это бывает интересно, кейсы между моделями можно поменять местами. Зарядка работает. Как я уже успел отметить в самом начале, одним из интересных моментов с приходом данных наушников на рынок стало обновление фирменного приложения. К сожалению, я не знаю, как сейчас дела обстоят в нем с регистрацией, я уже давно этого не делал с нуля, но напомню, ранее бывали моменты, что не всегда проверочный код приходил с первого раза. В принципе, визуально здесь все стало более строгим и черно-белым. Все, что касается самих наушников, находится на вкладке «Домашняя страница». Здесь можно посмотреть текущий заряд только каждого из наушников, а вот остаток в кейсе не отображается. Так что ориентироваться, как я и говорил, придется только по индикатору. В разделе с настройками можно переназначить жесты управления под себя. И вот что не может не радовать, так это наличие 3 вариантов тапов. Одинарный, двойной и тройной. Таким образом, управлять с наушников можно абсолютно всеми доступными функциями, ведь на действие с зажатием сенсора по умолчанию на постоянной основе зашито переключение треков вперед и назад. Распределить можно все как нравится, но лично я для демонстрации поставил на одно касание плюс-минус громкость, на 2 плей-паузу, а на тройной тап активацию игрового режима и ассистента. Если же по какой-то причине последние 2 функции тебе не особо нужны, то во избежание мискликов одинарный тап можно вообще не активировать, а громкость, к примеру, поместить на тройное касание. Но по-хорошему я бы не сказал, что здесь установлены какие-то гиперчувствительные сенсоры, так что привыкнуть и к одинарному тапу можно с легкостью. В общем, по части управления все здесь хорошо, кроме разве что отсутствия датчиков автопаузы. Для этой модели они не предусмотрены. Также здесь не могу не отметить раздел со звуковыми настройками. Если в прошлой версии программы мне не нравились абсолютно все пресеты, и неважно какую модель наушников я обозревал, то сейчас есть варианты очень даже годные. К примеру, бас и рок надстройки мне очень даже зашли. У меня сложилось такое впечатление, что в Кусивай все же раскошелились на какого-то звуковика, который и накрутил им нормальных заставок. Ну а если же тебе захочется самостоятельных экспериментов, то всегда можно воспользоваться ручным 10-полосным эквалайзером. Что же касается непосредственно самого звучания, то здесь оно такое, каким и должно быть. Как бы странно сейчас это ни прозвучало. Понимаю, что вкусы у всех разные, но говорю здесь я только за себя. Несмотря на то, что и в обычной 17-й модели звучание мне в целом понравилось, но так называемой выразительности все же мне немного не хватило. Ну а на этот раз и амбушюры из комплекта подошли хорошо, и звук очень даже порадовал. Тем не менее, в отзывах на Алиэкспрессе видел негодование некоторых покупателей, что баса в наушниках мало.
Не знаю кому как, но на мой слух его там предостаточно. Просто в стоке имеется некоторое преобладание по верхнему регистру и может показаться, что наушники звучат как-то более выразительно, но менее басовито. Опять же скажу за себя, лично мне больше нравится именно такое звучание. Но в любом случае, что мешает врубить тебе басовый или роковый пресеты, о которых я говорил ранее, прямо в самом приложении, и по одному касанию все появится в должном объеме. При всем при этом сама середина никак не портится, просто появляется больше напора по низам. В принципе, поэтому я и ранее отметил, что по крайней мере для данной модели над пресетами поработали хорошо. Также здесь добавлю, что даже при использовании музыкальных надстроек общий уровень громкости не проваливается. Запас по этой части есть, причем хороший. Да, супер громкими я их не назову, так уж вышло, что наушники от KZ задрали планку очень высоко, но тем не менее модель получилась не тихой. Свой тест автономности я как всегда проводил на 100% громкости при дефолтном пресете, и мой результат выдал 5 часов и 23 минуты проигрывания музыки на одном заряде. Если же говорить об игровых возможностях наушников, то на этот раз производитель даже указал более-менее реальный показатель по задержке в 127 миллисекунд. В принципе, в своем тесте на популярных шутерах PUBG Mobile и Call of Duty Mobile я получил нечто похожее. Мой интервал составил от 120 до 200 миллисекунд, что весьма неплохо для современных TVS наушников. Поиграть партийку-другую вполне возможно, разумеется, если ты не профи. За связь со смартфоном отвечает Bluetooth модуль версии 5.2, а передачу звука обеспечивает основной аудиокодек aptX, помимо которого в арсенале имеются также и стандартные AAC и SBC. Здесь также хотелось бы отметить, что мой второй телефон Realme Narza 30 на МТК-шном процессоре также работает с этими наушниками по aptX. Сигнал стабильный и обрывов соединения со своими смартфонами за все время тестирования лично я не ловил. Ну и последним разделом на сегодня будет тест работы встроенных в наушники микрофонов. От себя лишь добавлю, что в сравнении с обычными T17 разница, конечно, имеется, но при этом надо не забывать, что это наушники без ножек. Проверяем работу микрофонов в обновленных наушниках QCY T17S. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Я сейчас по традиции открываю окна с двух сторон, выпускаю в салон порывы ветра, плюс есть шум от дороги, от проезжающих мимо машин. Это у нас проспект Мира, довольно шумная улица, такая локация, скажем так. Ну и вот так отрабатывают микрофоны при вот таком сценарии использования в этих наушниках. Ну и по традиции у нас второй тест с печкой. Я сейчас выкручиваю ее на максимум вот таким вот образом. Она потихонечку набирает обороты, и уже буквально через 5-6 секунд в салоне будет стоять очень сильный шум. Послушал, при каких условиях данный тест проводится. Ну и примерно как-то так отрабатывают микрофоны в этих наушниках и вот в таком сценарии использования. Так, ну это у нас уже тест уличный, он же по совместительству шапочный. Вот таким вот образом они выглядят в ушах и в шапке. Сейчас выпадают такие вот осадочки. Я нахожусь на такой вот развилочке, где ездят периодически машины. Плюс сегодня довольно ветрено, но вот сейчас как-то ветер сильного такого нету, ветра. Но при всем при этом примерно вот так вот отрабатывают микрофоны в этих наушниках, вот в такой вот локации, в таких вот условиях эксплуатации. Ну а вот так, собственно, отрабатывают микрофоны в наушниках QCY T17S в торговом центре. Я сейчас нахожусь в торговом центре, в принципе, такая локация, тут качельки такие еще новогодние стоят, декорации. Я нахожусь на 3-м этаже, где кушают люди, здесь довольно гулко, от разговоров, соответственно. Ну и примерно можно прикинуть, как тебя будет слышать собеседник при вот таком сценарии использования, если будешь с ним разговаривать, находясь вот в каком-то таком торговом центре. Ну и подводя некий итог по сегодняшним наушникам, могу сказать, что данная модель получилась более удачной, нежели ее предшественник. По крайней мере, если смотреть по совокупности всех имеющихся улучшений в сравнении с обычными T17. Приложение, настройка функций, звучание и немного улучшенная работа микрофонов. Все это позволяет назвать данные наушники весьма годными за свою стоимость в плюс-минус $30. К тому же данная модель очень хорошо может подойти для занятий активными видами спорта, ведь помимо своей хорошей плотной посадки и малому весу, эти наушники обладают классом влагозащиты по стандарту IPX5. В общем и целом модель получилась довольно хорошей и по праву сможет занять свое место в новом топе TVS наушников стоимостью до $40. Ну, вроде бы все, что хотел по этим наушникам, я рассказал. Спасибо тебе за просмотр и до встречи в следующих моих видео. Пока-пока.